Так, посмотрим у нас батарейку здесь. Батарейка установлена. CR2032 на 3 вольта. Такой здесь контакт. Вот. Типа зажали. Вот сразу включился у нас. Ну, там и рекомендуется достать батарейку для сброса всех настроек. В комплект поставки входит такой вот хомут, ну, для крепления на руль. Но его диаметр, составляет, наверное, 2,6, даже это больше, 2,8, 2 сантиметра 8 миллиметров. Не знаю, у кого такие есть рулевая трубка, это, но он мне реально не подошел, он болтается. Поэтому я использовал аналогичный хомутик, который у меня остался от переднего катафота. Ну, таким вот образом я его закрепил. Также протянул тросик к приемнику, ну, к датчику самому непосредственно магнитному. И закрепил. Сначала пытался закрепить как можно выше к ободу колеса, но оказалось, там получается разница между этим приемником и непосредственным магнитом очень большое. Ну и практически пришлось закрепить где-то ближе к центру, на середине вилки, так вот сказать, даже чуть ниже. Чтобы расстояние между магнитиком на спице и этим датчиком составляло порядка 1,5–2 миллиметра. Но у меня вышло даже больше. Наверное, миллиметров 5 получилось. Ну, как проверил, все работает. Так, а теперь поговорим о настройках самого компьютера. Значит, компьютер имеет основных три режима, которые выбираются центральной кнопкой. Она называется мод, то есть выбор конкретно режим. Значит, есть режим по названию DST, далее Trip, ну там Down, Up и ODO. В режиме DST мы видим, значит, основные такие показания. Это дистанция в километрах слева. В центре вверху это, значит, переключается периодически, меняется там время ТТМ. Это общее время работы компьютера с момента его первого включения. Время ТМ – это время одной последней поездки, затраченное время на поездку. В центре внизу текущее время в часах, минутах, секундах. И справа мы имеем показания там, SPD, AVS. Ну, Speed AVS – это средняя скорость последней поездки. Одной последней поездки, ну, в данном случае в километрах в час.
Если мы переключим в режим Trip, ну, первый у нас режим Trip Down, вот этой кнопкой правой мы можем поменять на Trip Up. Кнопка, кстати, правая называется кнопка Setting, настройки. Ну или Set сокращенно. В режиме Trip мы видим также дистанцию в километрах. Так, здесь время поездки вверху в центре, внизу в центре опять текущее время. И справа мы имеем текущую скорость. Точнее, также Speed AVS это средняя скорость поездки. Да, средняя скорость поездки. И в режиме ODO слева мы имеем, опять же, дистанцию в километрах. В центре вверху время последней поездки. Внизу в центре температура окружающей среды, в данном случае в градусах Цельсия. И справа мы имеем в виду, уже имеем показания максимальной скорости. Speed Max. В режиме вот DST или ODO при нажатии правой кнопки Set мы запускаем секундомер. Вот он в центре внизу. Запуск осуществляется кнопкой вот этой Up вверх. И также остановка его. Сброс осуществляется кнопкой правой Setting. Также он работает в режиме вот этой DST дистанции. В режим секундомера запускаем, останавливаем, сбрасываем. Если компьютером не пользоваться в течение 5 минут, он переходит в режим ждущий режим, и на индикаторе показывает только время, текущее время. Для пробуждения необходимо нажать любую из кнопок. Значит, в режиме запроса ODO кнопкой правой Set, длительным ее удержанием более 3 секунд, мы переходим в настройку температуры. Как мы видим, кнопочкой Up левой можно выбрать показания или в градусах Цельсия, или в Фаренгейтах. Переходим к настройке часов. Это выбираем режим 24-часовой или 12-часовой режим показаний времени. Я выбираю 24-часовой. Далее нажимаем опять правую кнопку Set. Переходим в настройки текущего времени. Часы. Кнопочкой Up выбираем время. Далее минуты. Можно настроить также секунды. Далее мы выбираем коэффициент, точнее длину окружности непосредственно колеса. Данный коэффициент берется из таблицы. Таблица приложена в описании. То есть в зависимости от типа колеса выбирается вот этот вот, круг, цирк. Вот этот коэффициент. Как его посмотреть, конкретно размер своего колеса? Необходимый нам размер указан на камере сбоку. Вот он, 26 дюймов на 1,95. В данном случае на моем колесе. Ну, здесь в таблице, например, такого показания нету. Есть только 26 на 1,9 или на 2,0. Ну, поштудировав интернет,
Я нашел этот коэффициент, ну, наверное, подобранный каким-то опытным путем. В моем случае он получился вот 20,65. Также выставляем эти показания, только здесь получается справа налево. Выбираем конкретное деление и выбираем вот этой кнопочкой Up, изменяем его. Здесь можно выбрать показания или в километрах, или в милях. Нажимаем дальше Setting, переходим к настройке одометра. Здесь можно также справа налево внести тот километраж, ту дистанцию, которую мы, наверное, уже наездили на велосипеде до использования этого компьютера. То есть, чтобы продолжить далее вот этот набор этой дистанции. Также вносим с помощью кнопочки Up вверх. Изменяем эти показания. И дальнейшей кнопкой Setting выходим на изменение показаний времени RAD. Это время, которое также мы уже... Время эксплуатации нашего велосипеда, которое мы до использования этого компьютера, какой-то, ну, номинал какой-то получили, можно его сюда внести. Дальше нажимаем кнопочку Setting и выходим в стандартные вот начальные условия. Значит, что касается режима вот Trip Down, Trip Up, это как бы настройки для поездки, трип, там, путешествие, поездка в прямом исчислении и в обратном. Также мы, войдя в этот режим, нажимаем кнопку Setting более 3 секунд. Начинает моргать вот эти показания. Что конкретно я еще не использовал, поэтому не могу сказать. Но тут тоже позволяет вносить какую-то дистанцию. Значит, может, или планируемую дистанцию в этой поездке. Значит, в любом режиме, нажав кнопку Up в более 3 секунд, все показания нашего компьютера сбрасываются в ноль. Ну, такая кнопка сброс. Значит, имеются несколько основных функций. Вот это было режимы, там настройки. Еще имеются несколько основных функций или показаний, таких как CPD, ну, speed, скорость, превращение колеса. Текущая скорость на экране показывается в пределах от 0,1 км в час до 99,9 км в час с шагом 0,1 км в час. Иногда появляется на индикаторе стрелка вверх или вниз. Это значит показывает, что текущая скорость выше или ниже вашей средней скорости, которая уже ранее была внесена как бы в память компьютера. Одометр показывает расстояние пробега от 0,01 километра до 99,999 километра. Дальше дистанция, DST, дистанция одного путешествия. Также, ну, диапазон тут от 0 до 9,999 километра. Максимальная скорость, Max Speed. Это максимальная скорость последнего единственного путешествия. Так, AVS, Speed AVS, это средняя скорость последнего путешествия. TM, Time, это время одной поездки, а TTM, это общее время эксплуатации компьютера. Оно, значит, фиксируется в диапазоне от 0 до 99 часов, 59 минут, 59 секунд. Стоп-ватч — это секундомер, как его включать, я уже объяснил. Есть такой еще режим, называется Overspeed Reminder или как там. Это когда при превышении скорости
более 20 км в час, на индикаторе замигает кнопочка CPD, Speed. И она будет мигать до тех пор, пока вы не сбросите скорость менее чем 20 км в час. Кроме того, есть индикатор технического обслуживания. В данном случае, если одометр превысил 300 км дистанцию, будет мигать на индикаторе справа гаечный ключ, напоминающий вам, что необходимо провести техосмотр. В случае, также есть индикатор такой масленки с маслом, капелей масла падающей. Это когда одометр также превышает дистанцию более 300 км и напоминает, что необходимо провести смазку. С помощью кнопочек Up и Mod одновременного нажатия эти показания от гаечного ключа масленки можно сбросить. Если длительно нажать левую кнопку Up вверх, то показания компьютера так начинают моргать, как бы замирают. Ну, это, наверное, там показать, ну, похвастаться своим результатом каким-то. Ну, вот так, в данном случае они замирают, так моргать начинают. То есть показания все замерли. Не изменяются, даже в процессе вашей езды. Компьютер имеет датчик освещенности. Если вот светлое время суток мы как бы вот так вот переключаем режимы подсветки, нету экрана, то уже в сумраках мы нажимаем любую кнопку, включается подсветка. Вот это. Удерживая центральную клавишу Mod управления режимами более 5 секунд. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Индикатор включается в режим постоянного свечения. Выключается также. Необходимо удержать кнопку Mod. Ну, на этом, пожалуй, и все. То есть, вот такой компьютер, в принципе, такой многофункциональный, очень качественный. Приятная голубая подсветка, приятный дизайн, такой как автомобильный какой-то дизайн секундомера этого одометра. Мне нравится, рекомендую. Единственное, конечно, неувязочка с этим хомутиком, который больше, чем нужен. Он даже вот больше вот этого выноса. То есть вот вынос это стандартно считается диаметр руля. Вот он болтается вот так. То есть необходимо какой-то накручивать тут изоленту или резиновую какую-то прокладку, кольцо ставить, чтобы его закрепить. Ну или с помощью тогда имеющихся скотча и жгутов. На этом все. До свидания. Кому понравился обзор, ставим лайки, подписываемся на канал. Также я, наверное, вынесу под видео переведенную инструкцию. Можете ознакомиться там с настройками. Все, всем привет.